Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодняшний мастер-класс я делаю по просьбе Ирины Поповой. Она прислала к нам свою просьбу в группе ВКонтакте и прислала к нам вот такую фотографию. Это фото из журнала «Сандра» за февраль 2015 года. Ирина попросила разобрать схему узора «Цветок». Ну, так как работы много, очень много ваших просьб, ну и у меня, естественно, много работы, я сказала, что быстро не получится сделать мастер-класс, давайте я вам объясню эту схему. В общем, мы с Ириной в переписке пообщались, я объяснила, как могла, схему, но потом, приглядевшись уже, немножко освободившись, я посмотрела и подумала, ну все-таки узор очень красивый, цветок очень оригинальный, смотрится прекрасно, и мне захотелось поделиться такой красотой со всеми. Не знаю, нужна ли вам изнанка этого узора. Моя ошибка в том, что при вязании образца эти цветки я связала, повторяя раппорты. Надо было между раппортами сделать промежутки, чтобы цветки не были вот так близко, но все равно посмотрите, как они красиво смотрятся. А вся проблема в схеме в том, что здесь на схеме много пустых темных клеточек, и непонятно для многих, что это такое. На эти клеточки не надо обращать внимание. Существует такой термин «нет петли». Нет петли, значит, вот эта клеточка «нет петли», и мы просто вяжем, пропуская их в вязании. Вот, провязали изнаночную петлю, пропустили эти клеточки, не обращаем на них внимания, вяжем следующую петлю. И еще здесь в обозначениях показано, что перекрещиваются две петли, одна лицевая скрещенная и одна лицевая. Но в условных обозначениях показано, что перекрещивается лицевая скрещенная с изнаночной петлей. И когда я посмотрела, увеличила этот цветок на фотографии модели, она плохого качества, но все-таки видно, что здесь вот лицевая скрещенная петля, вот она идет, этот стебелек, да, он идет вот из одной петли, рядом лицевой петли нету. Из чего я все-таки сделала вывод, что в схеме не надо вязать лицевую петлю, перекрещиваем лицевую скрещенную и изнаночную. В общем, давайте я вам сейчас это объясню в процессе вязания. Схема будет перед вами. Мы с вами свяжем всего один цветок. Раппорт узора составляет 8 петель. 8 петель в ширину и 28 рядов в высоту. Пугаться этого не надо. Узор несложный, но очень интересный. Набираем на спице 10 петель. Одна первая кромочная снимается не провязывая, последняя кромочная провязывается изнаночной. То есть это я так вяжу. Ну а вы уже вяжите кромочные так, как вам удобно. Вы привыкли. Итак, вяжем первый лицевой ряд. 7 изнаночных. И лицевая скрещенная. В первом ряду мы лицевую скрещенную вяжем за заднюю стенку. То есть я лицевую скрещенную вяжу за заднюю стенку. У нас петли в первом ряду после набора расположены так, как они лежат при классическом способе вязания. И вот лицевая скрещенная вот вяжется за заднюю стенку. Но я вяжу бабушкиным способом, и в дальнейшем лицевую скрещенную буду вязать по-другому. Все, кромочная петля, закончили первый лицевой ряд. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора мы петли вяжем по рисунку. Только где мы вязали лицевую скрещенную на лицевой стороне, мы будем вязать эту петлю изнаночной скрещенной. Вот простую изнаночную я бы провязала вот так, а изнаночную скрещенную подхватываем петлю сзади таким образом и провязываем ее изнаночной. Петля разворачивается.
И дальше петли по рисунку. У нас будет 7 лицевых. Я буду изнаночные ряды в видео пропускать. Третий лицевой ряд вяжется точно так же, как мы вязали первый, только я показываю, как я вяжу лицевую скрещенную. Итак, у нас будет 7 изнаночных, лицевая скрещенная. Вот лицевую петлю я бы сейчас провязала вот так, а лицевую скрещенную тоже подхватываю петлю сзади, вот так ее разворачиваю и провязываю лицевой. Все, мы провязали лицевую скрещенную. И сейчас в четвертом изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, но эту лицевую скрещенную мы вяжем изнаночной скрещенной. Все, дальше петли по рисунку. Мы провязали 4 ряда, смотрим на схему. Пятый лицевой и шестой изнаночный ряд мы вяжем точно так же, как первый и третий. Давайте провяжем самостоятельно пятый и шестой изнаночный ряд. Пятый лицевой, шестой изнаночный. Седьмой лицевой ряд. 6 изнаночных. Лицевая скрещенная. Вот у нас изнаночная петля. Мы лицевую скрещенную вяжем изнаночную петлю за заднюю стенку. Лицевая скрещенная. И еще раз лицевая скрещенная. Вот так вот. Я уже ее вот так вот вяжу. В 8 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку. Но где мы вязали лицевые скрещенные, мы теперь будем вязать вот 2 изнаночных скрещенных. 9 лицевой ряд. 5 изнаночных. Далее 2 петли нам нужно перекрестить в правую сторону. Мы первую петлю оставляем за работой, вот так меняем петли местами. Провязываем лицевую скрещенную, сворачиваем. Петлю, оставленную за работой, мы провязываем изнаночной. Далее в конце ряда лицевая скрещенная. В 10 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку. Давайте вместе провяжем. Вот у нас будет изнаночная скрещенная, дальше будет лицевая, затем изнаночная скрещенная и 5 лицевых в конце ряда. Одиннадцатый лицевой ряд. 4 изнаночных. Снова 2 петли перекрещиваем в правую сторону, одну петлю оставляем за работой, можно на дополнительной спице или поменять вот так местами. Провязываем лицевую скрещенную. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Дальше будет 1 изнаночная и начинаем уже вывязывать листок. Делаем накид, 1 лицевая, простая лицевая. Делаем накид и кромочная петля. В 12 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, накиды мы вяжем изнаночными, а петли, которые мы вязали лицевыми скрещенными, мы вяжем изнаночными скрещенными. Как вы можете заметить, узор у нас расширяется. За счет накидов мы делаем прибавки, а убавок не делаем. Так мы вяжем листок. 13 лицевой ряд. 3 изнаночных. Перекрещиваем 2 петли вправо. Одну петлю оставляем за работой. Провязываем лицевую скрещенную. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 2 изнаночных. 1 лицевая. Накид. Лицевая, накид, лицевая. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку и не забываем про изнаночную скрещенную, там, где мы вязали лицевую скрещенную.
15 лицевой ряд, 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем в правую сторону, одну оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее у нас будет 4 изнаночных, 3 изнаночных вернее, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными, не забываем про лицевую скрещенную петельку, которую мы здесь вяжем изнаночной скрещенной. Вот она у нас. 17 лицевой ряд, провязываем 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 4 изнаночных. Теперь 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону, 5 лицевых. В 18 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку и не забываем про изнаночную скрещенную петельку. 19 лицевой ряд, 2 изнаночных, 1 лицевая, теперь простая лицевая у нас вяжется, 4 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевых. В 20 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вот посмотрите, что у нас получается. Мы завершаем листик, провязываем по 2 вместе лицевой, заостряем его листок, да, и сейчас мы будем вывязывать цветок уже начинать. 21 лицевой ряд, 1 изнаночная, и вот на следующей петельке мы вывязываем шишечку. Будем вязать ее спицами, можно вязать крючком. Мы много раз вязали шишечки крючком, кому интересно. Мне, кстати, крючком нравится очень вязать шишечки. Кому интересно, как это делается, кто не знает, посмотрите наш плейлист «Узоры с шишечками». Итак, вывязываем шишечку спицами. Провязываем, из одной петли вывязываем 5. Вяжем лицевую петлю. Не снимая петлю с левой спицы, провязываем ее за заднюю стенку. Лицевая за переднюю стенку сначала, лицевая за заднюю стенку. Снова лицевая за переднюю, лицевая за заднюю. 4 петли у нас на правой спице. И снова лицевая за переднюю стенку. Вот, провязали 5 петель. Сняли петлю с левой спицы. Повернули работу и провязываем эти петли изнаночными. Вот первую петлю я снимаю как кромочную и провязываю 4 изнаночных. Снова поворачиваем работу, и теперь вот эти 5 петель мы провязываем вместе лицевой петлей. Хорошо затягиваем, получаем вот такую шишечку. Далее вяжем 1 лицевую и снова на следующей петле вывязываем шишечку. Показываю еще раз, а следующие шишечки я буду в ускоренном режиме показывать. Лицевая за переднюю, лицевая за заднюю, лицевая за переднюю, лицевая за заднюю стенку, лицевая за переднюю стенку. Разворачиваем работу, провязываем эти 5 петель изнаночными. Первую кромочную снимаю и вяжу 4 изнаночных. Снова поворачиваем работу и эти 5 петель провязываем вместе лицевой. Кто вяжет туго, можно взять крючок. Хорошо затягиваем петлю. И вяжем дальше 3 изнаночных,
2 вместе провязываем лицевую с наклоном влево, 3 лицевых. В 22 изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. Петли от шишечек, вот сейчас мы до них дойдем. Вот петля от шишечки, мы вяжем ее изнаночной петлей. 23 лицевой ряд. Сразу после кромочной вывязываем шишечку на следующей петле. Хорошо затягиваем, вяжем 3 лицевых и снова вывязываем на следующей петле шишечку. Далее 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых. В 24 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 25 лицевой ряд, сразу после кромочной снова вывязываем шишечку. Ну вот мне неудобно, мне удобнее вязать, когда петля лежит классическим способом лицевая. Далее 3 лицевых и снова вывязываем шишечку. Затем 2 изнаночных, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. В 26 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 27 лицевой ряд, 1 изнаночная, на следующей петле вывязываем шишечку. Далее будет 1 лицевая и снова вывязываем шишечку на следующей петельке. Затем 3 изнаночных, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Все, там звук убрать. 28 изнаночный ряд — это последний ряд раппорта, и здесь все петли мы вяжем лицевыми. Вот посмотрите, мы провязали с вами 1 раппорт в ширину, 1 раппорт в высоту. В процессе вязания у нас узор расширяется при вывязывании листика, и затем к концу раппорта мы снова восстанавливаем первоначальное количество петель, 8 петель раппорта. И вот то, что узор расширяется при вязании полотна, если мы будем вязать лист где-то, это совершенно не видно, не бросается так в глаза, а наоборот листья получаются выпуклыми и красивыми. Все, давайте скажем спасибо Ирине Поповой за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. А я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!